Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 7-я серия Код Гиас Восставший Лелуш. 8 лет назад. 8 лет назад. Принц Лелуш британский, 17-й наследник британского имперского трона. 17-й, невезуха. Слышал, что императрица Марианна была убита прямо в императорском дворце. Быть такого не могло, чтобы туда проникли террористы. Когда настоящий убийца это... Берегитесь, друг мой, вы пожалеете, если начнете распространять такие слухи. Понятно. Он так спокойно держится. На трона ему теперь не видать. И его покровителям, семейству Эшфорд, теперь тоже конец. А что с его сестрой, принцессой? Я слышал, что у нее прострелены ноги, и что она потеряла сознание. Но это ведь только истерическая слепота? Без разницы, ее теперь даже нельзя использовать для заключения политического брака. Ваше Величество, моей матери больше нет. И что с того? Что с того? Ты просил об аудиенции у императора Британии только чтобы сказать об этом? Зовите следующего, у меня нет времени нянчиться с ребеночком. Отец! Это что Слушаемся, Ваше Величество! Почему вы не защитили маму? Вы же император, величайший человек этой страны! Вы должны были ее защитить, а вы даже Наннели не навещаете! Мне не нужны слабаки! Слабаки? Вот что значит быть членом императорской семьи, так соответствуй! Тогда я не хочу быть вашим наследником! Хватит с меня интриг и грызни за то, кто сменит вас на троне! Тогда тебе конец. Ты был мертвым с самого рождения. Кто дал одежду, что на тебе? Дом, еду и саму жизнь. Все это дал тебе я. Проще говоря, ты вообще не жил. Короче, Ты либо смеешь воюй, говорить мне такие глупости? либо умри. Никто не Лелуш. позволит тебе жить Ты мирно. мертв, поэтому у тебя нет прав. Я отсылаю тебя и Наннели в Японию. Как принц и принцесса, вы послужите разменными фишками. А, так вот как они в Японию попали. Эпизод 7. Сражение с Корнелией. Ага, сражение со старшенькой сестрой. Это Найтмер 7-го поколения, заложив в него TTX гораздо выше стандартных. Я слышала, что пилот Ланселота 11-й. Да, жалованный британец, однако... Я уже повысила его вне очереди от рядового до лейтенанта. Пусть этим и довольствуются. Я могу победить, не полагаясь на нумерованных. Ага. Право на власть добивается на поле боя, рискуя своей собственной жизнью. Я понимаю этот принцип, сестра. Но... Извините за то, что вам приходится помогать мне с домашним заданием. Все в порядке. Ты ведь раньше не ходил в нормальную школу, так что ничего не поделаешь. Ребята из студсовета тоже мне помогают, но все равно Генри пока 9, трудновато. Генри Если 5. на чистоту я немного волновалась. Думала, тебя могут не принять в этой школе. Я был готов к трудностям. Но по случайности я наткнулся там на старого друга. Он для меня многое упростил. Цени этого друга. Если ваша дружба продолжится, то соединение превратится из совпадения в неизбежное. Да, А ну-ка попробуй. спасибо. Ну, и как тебе? Джем? И я достала немного отличнейшей черники. Ладно, всем стоп, финиш. На сегодня закончили. Мои поздравления. Пока все. Безумный ученый. Иди в школу. Пусть уроки уже закончились, но с друзьями видеться нужно. Хотят. Слушай, а можно у тебя спросить кое-что важное? А что именно? Карен, ты что-то от нас скрываешь? Не стоит. Да нет, о чем ты вообще? Да колись уже. Поверь, такими вещами ты меня не шокируешь. Правда? Вчера я видела вас. Она уже... Ты встречаешься с Лулу? Да, Лулу? Ну, тогда, на территории школы. Нож убери, нож убери. Нет, стоп! Это была его инициатива! Лулу сам этого захотел! Нет, все было не так, но ты так старалась поймать кота, что... Не в этом дело. Кроме того, поцелуй такой пустяк. Пустяк? Хочешь сказать, мы уже зашли дальше? Нет, хватит придумывать! Ты придаешь этому слишком большое значение. Она может каждый день умереть, а они там про поцелуй думают. Но брак по расчету это так...
Я понимаю, как сильно ты хочешь восстановить статус семьи Эшфорд. Но послушай, мама, Ага. Так. Эшфорды. я его расщепила. Гетто Саитама полностью окружено. Где-то здесь логово братства Ямато. Половина местного населения сотрудничает с ними. В таком случае, Как это скажется на совокупном производстве? производство в основной отрасли сократится на 0,2%. В допустимых пределах, значит. Вы все участвовали в инциденте с Синдзюку, верно? Так точно. И мы признательны вам за проявленное милосердие, принцесса Ну, она- Корнелия. Я не об этом спрашиваю. Ситуация не кажется вам похожей на обстоятельства в Синдзюку? Военное руководство сообщает, что войска окружают гетто Саитаму, который укрывает террористов. Ввиду присутствия на месте проведения операции наместницы Корнелии запрещен Они- проезд в этот район. Они что, сообщили это по радио? Про готовящуюся Чего атаку? вдруг такой убийственный взгляд? Похоже, что через 2 часа начнется полномасштабный штурм. Они В реально? результате временно будет И прекращено. зачем мы заранее объявляем время начала штурма? Они провоцируют Зеро. Зеро, преступник, склонный к театральности. И я воссоздала условия, как Синдзюку, чтобы его выманить. И если он настолько самонадеян, то явится сюда убить меня. А она не Наместница, дура. и вы так просто рискнете своей собственной жизнью? На войне необходимо рисковать своей жизнью, чтобы забрать чужую. Поддался на вражескую провокацию? В конце концов, они столько усилий приложили, чтобы меня пригласить. Но он И это- есть еще кое-что, о чем я хотел бы спросить Корнелию. Уничтожить Британию или выяснить, кто же убил мать? Какая цель для тебя важнее? Оба. Обе одинаково важны. В британской императорской семье идет постоянная борьба, цель которой определить, кто будет следующим императором. Ну, Точнее, их принуждают бороться. Он принуждает. В козел. этом и есть сила Британии. В конце концов, остается самый лучший. Он и становится императором. Естественный отбор. Именно. Слабые проигрывают и изгоняются. Такова Британия. В таком мире они живут. Это естественный отбор. Если это так, то как быть с Нанали? Она должна сдаться, потому что слаба? Я отказываюсь принять это. Я уничтожу такой мир своими собственными руками. Я сейчас не понял. Надеюсь, это какой-то философский урок от нее будет. А он беззаботно В любом ходит. случае, между мной и Лелушем ничего нет. Да, Лелушем? вовремя. Вовремя. Такие дела. Совсем ничего. А где Лелуш? Да мне плевать, где этот придурок! Не уходи, Лелуш. Я не могу позволить тебе умереть, прежде чем ты выполнишь свой А контракт. в чем этот Тебе не кажется, что твои действия противоречат твоим же контракт словам? состоит? Я тебя не убью. Только ногу прострелю, чтобы успокоить. Понятно. Сама ты не можешь использовать Гиас, да? Что ж, я так и думал. Если бы ты могла приказать, не было бы нужды меня уговаривать. Хм, Думаешь, ты испугаешь меня оружием? не сомневаюсь. Да, именно так. Я почему-то уверен в том, что он способен на это. Я был мертв, пока не встретил тебя. Бессильный труп, живущий лживой жизнью. Жизнью, в которой я ничего не делал, кроме того, что доживал от одного дня до другого. Это было подобно медленной смерти. Чем вернуться к такой жизни, я скорее... Стой! Я поняла, куда ты клонишь. Такая жизнь. Она бессмысленна. Мэр! Зачем вы это делаете? Здесь же дети! Мы ничего не сделали! Да, вы ничего не сделали! А должны были сообщить о террористах, которые здесь прячутся! Значит, вы их покрываете! Это государственная измена стране Сюзерену! Ну, все понятно. Классический расстрел. Уничтожение руководства уже закончено. Ё-моё. Как раз время. Начнем? Слушайся. Ну, она такая же Внимание всем кровожадная. войскам! Начать уничтожение гетто Саитама! Как Кловис, у них вся семья больные. Лелуш, кстати, не Всем исключение. войскам! Переход в состояние полной боеготовности! Ну все, капец, короче. Еще одному японскому району. Еще одному гетто. Кранты к черту. Надеюсь, сейчас Лелуш что-нибудь предпримет. Почему принцесса Корнелия не дает и нам приказа атаковать? Потому что апельсин здесь с нами. А радуйся, что от тебя просто не избавились. Из-за тебя нашей карьере пришел конец. Но это все Зеро виноват! Опять та же песня, да? Зеро,
Мог ли тот школьник работать на него? Подавление сопротивления в зоне 4 завершено. 8-я и 11-я рота мотопехоты берут север и юг в клещи. Слушайте, как Точно это... так же. На смену Кловису пришла Корнелия, но Британия не меняется. Из какого ты отряда? Назови свое имя и личный номер. Дарио Торрес, 3-я разведывательная рота. Вот это я конфисковал у террориста. Могу я попросить вас передать эту информацию в штаб? Да выходи, давай. Диск, да? Но сначала я должен проверить твой личный номер. Конечно. Однако прежде всего я хотел бы одолжить ваш Сазерленд. Давай, сваливай отсюда, слезай с ночного кошмара. Разумеется, позаботьтесь о нем. Большое спасибо. Да, сволочь мировая, просто капец. Кольцевая линия не подходит, а по линии Сайко не получится прорваться. Она заблокирована бронепоездами. И проселочные дороги мы тоже не сможем использовать. Есть подкрепление из Акабаны или Джуджо. Может быть, один человек мог бы проскочить, но не весь отряд. Изуми-сан! Ну, есть вести из районов Тода и Кавагучи. Неважно, возьмите вот это. А? Говорит Зеро. Зеро? Зеро, это который? Полагаю, вы слышали об инциденте в Синдзюко. Делайте, что я говорю, и спасетесь. Б-12, подавление сопротивления завершено. F7, никаких признаков противника. Группа Павадон, сменить курс на 5.1.6. Слушаюсь, милорд, движемся к 5.1.6. Можно сказать, слишком легко. Зеро не показывался? Думаю, он всего лишь обычный террорист. Ну все. Они здесь, на самом деле здесь. Совсем как сказал Зеро. Ну, как обычно. Теперь мне выманить Корнелию или самому пробить брешь? Л1, Л2, продолжать отступление. Выманите их к месту нахождения Н2. С1, открыть огонь в направлении на 2 часа. В группе П5, открыть шквальный огонь. Ну все, ну как обычно, он командует. Вестер, связь потеряна! Враг замечен в районе G47. Группа Казинский вступает в бой. Используя Они попали в чужие засаду. карты. Похоже, что противник использует Сазерленд, захваченный у наших войск. Все как в Синдзюку. Зеро появился. Н2 продолжить в направлении вверх и вправо. Л4 огонь. Н1 позаботься о парне слева. Так, П3 обрушь мост и перекрой путь. И там 100% целые эти... Ну вот, да. Целая колонна Мост 1 стояла. уничтожен, группа Хали, связь потеряна. Достаточно. Прикажите всем войскам отступить. Дальнейшие потери бессмысленны. Отступить? Прошу прощения, но мы еще в состоянии продолжить битву. Так, мы не можем с ними сражаться. Интересно, Всем войскам немедленно отступать за периметр гетто. интересно, что она Информация не задумала. обязательно. Немедленно отступить за периметр гетто. Что, нет желания продолжать? Если я смешаюсь с отступившими войсками, то смогу подобраться прямо к Корнелии. Все условия уже соблюдены? Неужели она настолько тупая? Я в это не верю. Думаю, это у него в крови. Но все равно, такие люди опасны. Интересно, какой путь он выберет? Ладно, поняла. Ну так кто, по-твоему, и вообще такая? Ага, обиделась девочка. Ни во что не поставили. Лулу здесь жил еще до учреждения зоны, да? Он был твоим соседом? А ты... Я? Может, и я была такой же, как он. Так вот, как они Он подружились. казался таким ветреным, готовым высмеять прилежность и старание. Он мне сперва не понравился. Дело в том, что когда я только-только начала здесь учиться, увидела одну аварию. Как ни смотри, виноват был водитель, ударивший сзади. Но никто даже не пытался помочь. Ага. А потом... Лулу сделал это не из хвастовства и не смеху ради. Сделал все со своим обычным скучающим выражением на лице. И вот тогда мне стало интересно, о чем этот парень думает, чего он хочет сделать. Я хотела знать, и потом... Ну... Ты влюбилась? Это так называется? Нет, по-другому. Быть влюбленной? Ну, короче, там все влюблены. были. Корнелия, ты проиграла. Победа за мной. Ага. Да. Поэтому ее и зовут богиней победы. Готов, Гилфорд, мой рыцарь? С удовольствием следую вашим приказам, миледи. Ха. Даже с моим Гесом обычные меры безопасности делают проникновение слишком опасным.
Полагаю, мне придется пробить брешь, как и в случае с Кловисом. Комната студсовета? Я думал, что обсуждение кошачьего фестиваля назначено на завтра. Ты сейчас что ли будешь брать Она трубку? сказала, что я все не так поняла, но мне показалось, что она так рассердилась специально. Именно поэтому в нашем случае лучше будет спросить прямо у него. Я его спрошу, что он к тебе чувствует. Что? Ты на это осмелишься? Тебя, Спокойно, я с ним разберусь. тебя не учили? Ни за что! Тебя не учили, а не вмешиваться. Ну и ладно. Ну и ладно. Да ладно тебе, Выруби дай мне телефон. всё уладить. Я могу это сделать. Нет, никогда! Все получится, клянусь. Прости. Любовный треугольничек тут намечается. Больно? Еще как. Так, поехала Ты гвардия. отчаянная, Корнелия. Вот так использовать своих личных гвардейцев. Говорит Зеро, N1, измени свой сигнал распознавания. Притворись, будто ты британский солдат. Понял. Засланный казачок. И моя приманка. Один Найтмер, передающий наш сигнал СРСЧ, остается в городской черте. Вы не можете с ним связаться? Вышлите спасательную команду. Уничтожите его. Как же так? Он мог быть захвачен в плен врагом. Я приказала всем отступить. Мне не нужны солдаты, которые не подчиняются Раскусила. моим приказам. Она Выполняйте раскусила. ее приказ. Но ведь... Выполнить свой долг даже ценой собственной жизни. Для моих подчиненных мое слово закон. Слушаюсь, ваше высочество. Эй, вы что, сигнал распознавания не видите? Я же за вас! Проклятье! Ну все, этому кран... Ох, и причем присмотритесь, они даже ему катапультироваться не дали. То есть они... Не купились? Что ж, тогда... Н2, передай сигнал и отступай к развалинам больницы. Л1, Л2, оставайтесь на своих позициях и стреляйте по любым преследователям. Еще один сигнал. Это значит, они устроили засаду. Послать еще Глочестеров и окружить их. Не преследуют? Плохо. Л1, Л2, оставить засаду и немедленно отступить. Глочестеры прибыли в указанную точку. Никаких следов противника. Он предугадал мой ход. Возможно, на этот раз мы имеем дело с самим Зеро. П2, Н3, окружить противника с тыла. В чем дело? Ответьте. П2, Н3, проклятье. С1, С5, отправляйтесь вы. Черт, С2, нам не победить личную гвардию Корнелии. Ну все понятно, струсили. У них они совсем не организованы. Это какие-то просто... Эй, мы сдаемся! Мы не оказываем Идиоты! сопротивления! Пощадите нас! Идиоты. Даже обычное население не щадят. Думаете, вас... П6, П8, что происходит? С1, развернись и прикрой Н4. Это С7, у меня здесь другая мишень. Сначала ее достану. Нет, это приманка. Придурок. С7, следуй моим приказам. Ты о чем? Сейчас я его достану. Отступай, тебя накроют сверху. С7, следуй приказам. Идиот. С8, обстановка. Нафиг твои обстановки. С8, Ну, они совсем не... все, кто остались, доложите, начиная с серии П. Они совсем не организованы. Миссия выполнена. Всем войскам выстроиться в позицию 4. Никакой Так субординации. легко. Я же только-только начал игру. Не сработало так, как получилось с Синдзюку, Зеро. Или ты его подражатель? Ничего, скоро увидим, кто ты такой. Так вот на что способно настоящее формирование. Всем пилотам Найтмеров открыть люки и показать мне свои лица. Корнелия. Попала. Повторяю, всем пилотам Найтмеров открыть люки и показать мне свои лица. Что мне делать? Если она увидит мое лицо, то даже без маски Зеро моя личность будет раскрыта. Этого нельзя допустить. Она даже это поняла. Использовать ЕС? Нет, отпадает. Не сработает, если я не буду смотреть прямо на них. Враги внутри Найтмеров. Мне остается пехота и другие пилоты. Забудь, их слишком много. Как заставить их на меня посмотреть? Нет, это возможно? Что если признать, что я Зеро, но тогда Найтмеры... Может, стоит начать стрельбу и прорваться наружу? Невозможно. Против личной гвардии Корнелии это будет самоубийством. Ну, короче, Открыть люк, твоя очередь. вылезай. В чем дело? Поспеши, открой люк. Понимаете, ранее во время битвы люк был поврежден. Ясно, тогда мы сами его откроем. Повернись. Ну Поворачивай. же, шевелись. Слушаюсь. Я сейчас, сэр. Зеро! Замечен Зеро! А я знаю, кто это. О, я знала, что у Зеро такой характер. Нонсенс.
Схватить его! Взводы 3 и 5, живо наверх! Есть картинка, цель подтверждена! Это наша бессмертная Мне девка. остается только подыграть. 100%. Окружить здание, перекрыть все выходы! Снайперы, огонь! Ну, конечно, это она. Он упал! Принцесса, что прикажете делать? Какова вероятность того, что это ловушка? Такое возможно. Мы не знаем, точно ли это он. 99,9. Но ему хватило самонадеянности сюда сунуться. Наглости. Как вы предвидели, ваше высочество. Так что нет смысла его преследовать? Согласен. Если он умышленно показал себя врагам, значит и пути отхода заранее предусмотрел. Козырь в рукаве? Да, это Корнелия. Совсем не то, что Кловис. А ты не думала узнать про нее больше, а? Почему ты меня спасла? Да разве я тебе не говорила? Не могу позволить тебе умереть. Я бы не проиграл, будь условия равными. Отговорки слабака. Как будто в твоей власти выставить те условия, которые хочешь. Тогда я их выставлю. Я создам собственную армию, которая не проиграет Британии. Вот. Народ, страну. Народ, страну. Ага, все понятно. Он задумал реорганизовать Японию. 100% это задумал. Ну что ж. Во-первых, эта серия очень много нам показала, так же, как и нашему главному герою. Во-первых, начнем с того, что серия называется «Сражение с Корнелией». Понятно, почему она так называется, но меня очень привлекло внимание начало серии, как Лелуша с сестрой бедной отправили в Японию. Отец у него явно большая сволочь, бесчувственная большая сволочь. И там был намек, когда перешептывались эти дворяне, был намек на то, что его мать убили свои. Потому что это же не Япония была, это же была Великобритания 100%. И там, к ним зашли и убили. А вы признаете, что такое, извиняюсь, королевская персона? Вы понимаете, что это за уровень охраны? А кто-то зашел туда и пронес оружие и расстрелял одну из императриц. Как я понял, у него там много жен. Что ж... их сослали в Японию как разменные монеты, как заложники до начала войны. Теперь все понятно, как Лелуша со своей сестрой попали в Японию и как они там, в итоге скрылись. Началась война, и они скрылись. Да, скорее всего, виноваты в смерти, понятно, кто. Что дальше? А дальше у нас такая ситуация. Эшфорды, да, Эшфорды. Как я понял, Эшфорды это семья, это родственники со стороны матери, как я понял. И, видимо, девчонка, которая там у них глава студсовета, она Эшфорд. Видимо, она такая кузина Лелуша, если я правильно понял. Я не знаю, правильно ли я понял, но я так думаю. И они хотят восстановить свою семью путем брака. Восстановить репутацию своей семьи, так как, скорее всего, на их семье была ответственность защиты этой линии династии, семьи Лелуша, и они с треском провалились. Что ж, я заметил очень классный такой отсылочный момент. Судзаку, когда был на полигоне, ему помогали с домашкой, и там у него в тетради были Генрих VI, Генрих V, Генрих X, и там это имена английских королей. И сразу я вспомнил про Генриха VIII. Он славился тем, что он очень много раз женился. И почти все его жены, кроме последней, были преданы... все умерли. Не все были преданы этому казни, многие умерли. Нет, точнее все. Кроме последней, если я правильно помню. И мне так показалось, может, такой тонкий своеобразный намек на то, что там император свою жену убил. Так как Генрих VIII, кажется, господи, с одной развелся, со второй башку отрубил, третья умерла, четвертая тоже голову отрубил, пятая... короче, капец. Сейчас Лелуш явно в тот момент, когда он был в очень молодом возрасте, явно понял простую истину. Либо воюешь, либо
умираешь. Мирно жить тебе никто физически не позволит. Снова же напомнила очень большой... Он 17-й, кстати, в очереди на трон. Вы представляете, сколько сыновей у этого императора, а? Напомнила очень интересную... напомнила порядки, как были раньше в Османской империи. Много-много рожать как можно больше сыновей. Но тот, кто займет престол, имеет полное право потом умертвить, юридически имеет полное право убить всех своих братьев, чтобы не допустить разногласий и борьбы за престол. И теперь понятно, кстати, откуда у Лелуша такое обостренное чувство справедливости. Там нам прекрасно показали, что как он там поступил с одним лихачом. Там рассказали, с одним лихачом на машине, кто там ударился, и он там очень своеобразно все сделал. Но это понятно, почему у него такое обостренное чувство справедливости. Он пережил в детстве такое, что не каждый переживет. Что еще можно сказать? Про Корнелию можно сказать, что это просто именитый, жесточайший боец, который очень грамотно умеет воевать. Она полностью проанализировала всю ситуацию, она полностью просчитала все ходы на основании предыдущего боя и просто построила классную стратегию. У нее очень богатый опыт, у Лелуша такого опыта нет. И Лелуш не учел еще... Кстати, мне очень показалось странным, что Лелуш сам не провел, скажем так, исследование, и про Корнелию все не узнал. Он же прекрасно знал, кто теперь против него пойдет. И почему он не проанализировал ее тактику и вообще не узнал про нее, что она такой именитый, жесткий боец? Это во-первых. Во-вторых, эта ситуация прекрасно дала Лелушу знать, что на его стороне абсолютно нерегулярная армия, как у Корнелии. Корнелия своих ребят намунштровала до такой степени, что если кто-то там останется в окружении, то она прекрасно знает, что это точно не его человек, потому что она приказала отступить, и все отступят, потому что у нее субординация на 100% уровне, как и должно быть в армии, тем более у нее. А у него кто? А у него повстанцы, у которых никакой организованности, никакой субординации. У них чисто фанатизм. И если их не натренировать, они вот так будут убегать. Они тупо бросили оружие, тупо сбежали, как только почуяли неладное. Вот сразу начали, вот малюсенький намечек на то, что они проигрывают, и все, они побежали. Они побежали, нафиг его послали, и все. Вот что происходит, когда имеешь дело с обычными, скажем так, банд-формированиями. Потому что это повстанческие формирования, они из себя фактически ничего не представляют, если их не организовать. Он это понял. И мне кажется, сейчас он все свои силы отдаст на формирование их как полноценной боевой единицы. Вот мне так показалось. Что ж, это была 7-я серия Код Гиасса. Очень классная серия, очень такая демонстрирующая, очень хорошая. И увидимся уже на 8-й серии. Удачи!